А как часто вы думаете о Римской империи? Всех приветствую! Сегодня мы поговорим о монетах Римской империи, их истории, особенностях и современной стоимости. Римская империя, ставшая преемницей Римской республики, просуществовала с 27 года до нашей эры до 395 года нашей эры, впоследствии распавшись на Сан-Марино, получившее независимость в 300 году. Сейчас оно является одним из старейших государств мира. Западную Римскую империю она просуществовала менее 100 лет, распавшись на мелкие государства в Западной Европе. И Восточную Римскую империю, она же Византия, которая просуществовала до 15 века. Западная и Восточная Римская империя – это исторические термины нового времени, принятые учеными для описания де-факто разных территорий. Де юре они никогда не являлись самостоятельными государствами и не воспринимались таковыми жителями самой Римской империи. Существование двух центров власти воспринималось как административная необходимость в слишком большом государстве. Важно отметить, что Римская империя и Священная Римская империя – это совершенно разные государства. В царском Риме 8-6 веков до нашей эры для обмена товарами не использовались монеты в привычном понимании этого слова. Их функцию тогда выполняли необработанные бронзовые слитки под латинским названием «aes rut», примерно переводится как «грубая бронза». Они не имели каких-либо надписей или символики, а их вес сильно различался. Наследниками грубых слитков стали протомонеты под названием «aes signatum», бронза, имеющая знак, появившиеся в V веке до нашей эры. Отливались они с образами орла, быка, капитолийской волчицы или трезубца Нептуна. Они имели значительный вес, порой он достигал 1,5 килограммов. В IV столетии до нашей эры появляются уже более-менее узнаваемые деньги округлой формы, причем еще литые, а не отчеканенные. Старшая монета, ас, первое время весила немалые 273 грамма, что сильно затрудняло ее оборот. Поэтому римляне отливали более мелкие, каждая из которых составляла строго определенную часть массы главной денежной единицы. На лицевой стороне римского аса расположены профили двуликого Януса, одного из главных и самых загадочных божеств в античной мифологии. На реверсе неизменно помещался образ триремы, военного судна с характерной формой носа, удобной для тарана. Более мелкие монеты славятся своим разнообразием, как по дизайну, так и по весу и способу создания. Например, ранний квадранс – это 1/4 асса, явно литой, если судить по мелким неровностям поверхности. На обеих сторонах он имеет образы поднятой в приветствии руки и 3 точек в стороне. Столетием позже квадранс изменился до неузнаваемости. Прежде всего он стал чеканным, а не литым. На монете мы видим образ рукопожатия и надписи на латинском. В центре оборотной стороны отчеканена аббревиатура SC. Это сокращение от Senatus Consultum. В III веке до нашей эры деньги начали стремительно уменьшаться в массе. На то были весомые причины. Ведь республика больше не ограничивалась Римом и окрестностями. Она расширила свои пределы на всю Италию и вступила в активные торговые отношения с греческой цивилизацией. Поскольку греки уже массово чеканили золотую и серебряную монету и не очень-то благосклонно смотрели на бронзовые платежные средства, римляне ввели новую денежную систему, в основе которой лег серебряный динарий. Все новые монеты чеканились из серебра и приравнивались к определенному числу скрупулов. Древнеримская масса веса, равная 1,137 тысячной грамма. Чтобы не оставить римских граждан у разбитого корыта, ассы и старую мелочь из оборота не вывели и даже выпускать не перестали. Но прежние монеты, как это и водится, начали стремительно терять в цене. Дизайн за прошедшие столетия почти не изменился. Для ранних динариев характерны религиозные мотивы. Например, вот на этой монете середины II века лицевую сторону занимает профиль богини Ромы, мифической покровительницы Вечного Города. На реверсе изображена Виктория, богиня Победы, управляющая колесницей. Вместе с угасанием республиканских традиций, приходящие к власти диктаторы постепенно вытесняли с монет изображения богов, заменяя их собственными портретами.
Рим, покорив огромные территории, просто не мог оставаться республиканским, и через считанные годы после убийства Цезаря официально стал империей. Дальний родственник убитого Октавиана Август провел денежную реформу, прочно закрепив в обороте золотую монету под названием ауреус. Она выпускалась и раньше, но очень малыми партиями. Младшие по номиналу денежные единицы чеканились из серебра или бронзы. Однако ничто не вечно, и в III веке Римскую империю ждал затяжной глубокий кризис. Он отразился и на монетах, которые постоянно теряли в цене из-за уменьшения содержания золота или серебра. Это подорвало доверие населения к денежной системе. Император Каракалла пытался исправить ситуацию, введя в обращение серебряный антониан, равный при обмене 2 динариям. Но эта мера дала лишь временный эффект. К концу III века формально серебряные монеты стали чеканиться практически из меди, иногда лишь сверху покрытой серебром. Золотая чеканка находилась в столь же плачевном положении. Положение спас император Константин I. Он ввел полноценный золотой солид и столь же чистые разменные монеты. Константину крупно повезло, ведь как раз в его правлении в империи открылось несколько новых богатых приисков. Ранний Константинов солид содержит на лицевой стороне профиль первого императора-христианина с указанием имени и титула. На реверсе отчеканены образы 3 римских штандартов, на центральном из которых восседал имперский орел. На позднем дизайне римского солида времен Констанция II не встретить привычного портрета императора в профиль. Отныне он изображался в анфас. Констанций II представлен в доспехах со щитом на руке и с переброшенной через плечо копьем. На оборотной стороне коронованный император держит щит вместе с богиней Ромой, еще не забытой, несмотря на укрепление христианства. После гибели Западной Римской империи денежная система была унаследована Византией, а также частично использована варварскими королевствами. Существует такое понятие, как римские провинциальные монеты. Это монеты, отчеканенные в Римской империи местной, а не императорской администрацией. Существенное отличие от общеримской монетной системы состоит в том, что провинциальные монеты нередко продолжали монетную систему, которая существовала на данной территории до прихода римлян. Эти провинциальные монеты использовались в основном местными жителями и только для местной торговли, так как их ценность была, как правило, значительно ниже, чем у монет римской императорской чеканки. Провинциальные монеты чеканились в серебре, белоне и бронзе, но не из золота. Большинство известных выпусков бронзовые. Серебряные или белоновые монеты были более распространенными в восточных областях империи, особенно в Александрии. В целом, выпуск серебряной монеты считался прерогативой императорской власти в Риме. В имперскую эпоху существовало более 600 провинциальных монетных дворов. Монетные дворы были расположены по всей территории империи, но преимущественно в восточной части. Благодаря обширности и долгому существованию Римской империи, институты и культура Рима оказали глубокое и продолжительное влияние на развитие языка, религии, искусства, архитектуры, литературы, философии, права и форм правления на территории, которой он управлял, и далеко за ее пределами. В том числе история чеканки монет во многом основана на римской. Далее мы чуть подробнее рассмотрим некоторые монеты с примерами цен. Цены, которые я буду называть, весьма примерные. Как со всеми монетами, цена может сильно отличаться в зависимости от их состояния. Ас. Впервые эта монета появилась в период республики. Существовало 2 типа этой монеты – имперская и морская. Морской ас использовался только для выплаты жалования морякам. Эти монеты чеканились под надзором префектов флота. На аверсе изображался Янус, на реверсе писалось название города, где монета была сделана, номинал и изображен корабль. Имперский ас содержал на аверсе изображение императора, а на реверсе находился вензель императора и канонада. Также часто были высечены различные аббревиатуры. Сегодня цена такой монеты составляет около $300. Семис – еще одна бронзовая древнеримская монета, которая стоила 1/2 ас. На одной стороне Семиса был изображен бюст Сатурна, а на другой был портрет императора. Во время республики на обеих сторонах изображался Сатурн и обозначение номинала латинская буква S. Чтобы пополнить свою коллекцию такой монеты, необходимо заплатить около $60.
Триенс. Эта монета имела ценность 1/3 асса или 4 унции. 4 точки на обеих сторонах указывали на то, что за нее давали как раз таки 4 унции. Она имела на аверсе изображение императора, но в период республики там изображалась Минерва. На реверсе находился нос галеры, если речь идет о морских деньгах, либо же канонада с вензелем императора. Стоимость триенса составляет от 50 до 80 долларов. Квадранс – это одна из самых мелких бронзовых монет в римском обиходе. Она стоила четверть асса. Внешне имела форму неправильного круга. За всю историю существования использовалась не только бронза, но и медь с серебром. Поэтому среднюю стоимость сегодня определить достаточно сложно. Если речь идет о бронзовых монетах, то их приблизительная стоимость от 20 до 70 долларов. Секстанс. Эта монета стоила 1/6 асса, что понятно из названия. Впервые секстанс появился во время республики, а исчез вместе с распадом Римской империи. На аверсе чеканились различные изображения – животные, люди, раковины и многое другое. По всему кругу монеты расположена точечная декоративная кайма. Лишь в III веке здесь появилось изображение Меркурия. На аверсе расположен нос галеры и надпись «Рома». Стоит секстанс в современном рынке в пределах 50 долларов. Однако есть экземпляры, которые продаются и за 10. Унция является самой мелкой обиходной монетой в Римской империи. Внешне она мало чем отличается от секстанса. Довольно мало унций дошло до наших дней, но несмотря на это, стоимость их достаточно низкая на современном рынке. Средняя цена от 10 до 20 долларов. Двойной динарий или антониан – это самая дорогая серебряная монета в Древнем Риме. На монете были различные изображения. Это могли быть животные и растения, а могли быть и божества. На реверсе, как правило, изображался профиль императора или император на коне. До наших дней дошло очень много двойных динариев в хорошем состоянии, поэтому и цена на них достаточно низкая. В среднем такую монету можно приобрести за 50 долларов. Динарий – это самая распространенная монета в Древнем Риме. Ее использовали при совершении внешних и внутренних торговых сделок. Впервые ее отчеканили в 268 году нашей эры. Внешний динарий выглядел так. На аверсе изображался император с лавровым венком на голове. По кругу располагалась надпись на латыни. Реверс содержал изображение римских богов. Сегодня динарии продаются на рынке от 120 до 150 долларов. Двойной викториат или викториат. Данные серебряные монеты стоили 20 ассов и 10 ассов соответственно. Они в основном использовались для внешней торговли. Появились они в 269 году в результате очередной финансовой реформы. Сегодня купить двойной викториат можно за 100-120 долларов. В моей коллекции есть две римские монеты. Это антониан Галиена из меди, отчеканенный в 267-268 годах в Риме, и нумий, также из меди, отчеканенный в период с 324 по 337 год в Константинополе. В наши дни Римской империи посвящено много юбилейных монет, например, Гибралтар 1 крона 1997 год, Камерун 2000 франков 2023, Танзания 100 шиллингов 2017, Острова Кука 5 долларов 2021. В Палау выпущена даже целая серия монет, стилизованных под античные и с различными римскими императорами. В современном кинематографе огромное количество фильмов и сериалов посвящено в том числе событиям, происходящим во времена Римской империи. Соответственно, в них фигурируют и монеты того периода. Фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли представляет собой художественный рассказ о правлении безумного императора Комода в конце II века нашей эры. В одной короткой сцене верный слуга опального генерала Максимуса передает срочное сообщение Лусиле, когда ее несут на носилках через форум. «Это за вашу преданность», — говорит она, вкладывая ему в руку огромный золотой медальон размером примерно с Нобелевскую медаль, который имеет в диаметре 10 сантиметров. Эта сцена, конечно, впечатляет, но золотая монета того времени не могла быть таких огромных размеров. Самые большие золотые монеты того периода имели стоимость 8 ауриев, что примерно соответствует годовой оплате легионера. Но такие дорогие медальоны были престижным подарком для представителей знати, а не денежным вознаграждением за помощь. Ближе к концу классического фильма Стэнли Кубрика «Спартак», снятого в 1960 году, римский сенатор Грак финансирует побег опального тренера-гладиатора Батиата и Варинии,
беременной жены Спартака, дав им 2 миллиона сестрецев. Грак вручает Батиату 2 довольно маленьких мешка, которые тот закидывает на плечо. 2 миллиона сестрецев равны 500 тысячам серебряных динариев. Причем 1 динарий в то время весил около 4 граммов. Это 2000 килограмм серебряной монеты. Даже в пересчете на золото это все равно будет 130 килограммов. Вряд ли это посильный груз для одного человека.